Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я расскажу вам о 5 лайфхаках, которые я узнала лично от стилиста Дайсона. Я ходила к ним на укладку, в корнер, и мне поведали все эти тайны. Поэтому, если у вас есть этот стайлер, вы хотите узнать что-то новое или, возможно, освежить в памяти те приемчики, которыми вы уже владеете, поэтому оставайтесь и поехали! Первый основной вопрос, когда же нам укладываться? Конечно, после мытья головы. Поэтому обязательно перед тем, как укладываться на стайлер Dyson, помойте вашу голову, естественно, просушите ее примерно 10-15 минут и потом уже приступайте к укладке. Либо непосредственно к локонам, либо к тому, чтобы вытягивать, придавать объем нашей насадкой в виде расчески. Когда мы накручиваем локоны, обязательно следите за тем, чтобы ваши волосы были примерно на 30% влажными. Это поможет лучше схватываться локону вокруг насадки и непосредственно формироваться. Если у вас волосы подсыхают, например, мы делаем одну сторону, вторая сторона у нас уже подсушена, то не брезгуйте тем, чтобы просто их увлажнить. Можно из пульверизатора, непосредственно все это нанести на волосы, либо просто мокрыми руками немножко смочить ту сторону, которая у нас немножко подсохла. Это очень важно. И с обратной стороны следите за тем, чтобы у вас был достаточно подсушен корень, потому что если у вас корень будет слишком влажный, то он будет тянуть объем вниз, чего бы нам, конечно же, не хотелось. Теперь поговорим о режимах, которые позволят вам более эффективно использовать ваши насадки и непосредственно ваш стайлер. Поговорим про первый вид насадок, это расчески. Они бывают двух видов. Это расческа без зубчиков, которая подходит для вьющихся, таких сложно поддающихся укладке волосам, например, моим. И вторая с зубчиками с розовыми, она для таких послушных волос, у меня обычно лежит в кисе. Соответственно, когда мы ее используем, то здесь у нас есть две очень важные кнопочки. Это первая кнопочка температуры и вторая кнопочка интенсивности, как сильно у вас будет дуть воздух. Когда мы используем расчески, то у нас температура должна быть на максимуме, а интенсивность должна быть средняя, потому что так будет более послушно у нас укладываться наша прядь, потому что она не будет просто раздуваться в разные стороны. Потому что расческа, она достаточно такая массивная, ты когда подбираешься под прядь, у тебя все выдувается, и очень сложно, конечно, привести к единому виду. Поэтому, пожалуйста, ставим среднюю скорость. Далее говорим о брашинге, и здесь работает обратная история. Мы ставим максимальную интенсивность потока воздуха и делаем температуру чуть-чуть помягче. Именно благодаря этим режимам вам получится с помощью брашинга осторожно причесать локон, задать направление, сделать все это так красиво и в таком голливудском стиле. Следующие насадки, о которых мы поговорим, это насадки для локонов. Они бывают тоже двух типов. Это насадка для волос средней длины или коротких волос и насадка для длинных волос. Из-за диаметра также зависит и диаметр ваших кудрей, то есть здесь будет больше история про объем, здесь история больше про накрутку таких вот прекрасно красивых локонов. Когда мы их используем, то здесь у нас все на максимуме. Максимум температура, максимум интенсивность, потому что нам нужно все это зафиксировать. И сразу поговорим, какую же насадку выбрать и почему у нас в наборе две насадки. Непонятно. Главная история заключается в том, что у нас все локоны должны быть от лица, то есть все должно так красиво обвивать наше лицо, чтобы оно не было грустным, как у Пьеро. Поэтому у нас и присутствует две насадки. Мы можем увидеть, смотрим в зеркальце, у меня сейчас зеркальце передо мной, и в зависимости от того, куда показывает стрелочка, туда и будет закручиваться локон. Например, вот эта насадка. В зеркале я вижу, что стрелочка вот в эту сторону, соответственно, она подойдет для этой части лица, и будет накручиваться она вот по ту сторону. То есть, если мы используем вот эту насадку, то она у нас накручивается в другую сторону и, соответственно, позволяет нам сделать распахнутый такой эффект локонов в другую сторону. Вы спросите, это же нужно насадки каждый раз менять? Нет. Мы сначала накручиваем одну сторону, потом вторую. Когда мы берем непосредственно насадки для челки или вот этой прикорневой высшей зоны, то здесь у нас стрелочка должна смотреть наверх. Третья и важная часть, нужно ли вообще разделять на секции, потому что если вы посмотрите туториалы, каких-то официальных стилистов, то они показывают, как это все сложно, это куча секций, все это действительно очень заморочено. Я раньше так делала, у меня укладка занимала 1,5 часа, я поняла, что это все бесполезно, поэтому основные секции, которые у нас должны с вами быть, чтобы все это смотрелось симпатично и гармонично, мы с вами, соответственно, делим на эту сторону волосы, на эту, и обязательно отдельно прорабатываем вот эту челку, и прикорневую зону, именно непосредственно на передней части нашей головы, потому что тогда это будет создавать такой красивый объем. Особенно если у вас не каскад, как у меня сейчас, то что тут каскад, он немножко подпарчивает, всю эту историю, но если у вас просто длинные, однообразные, одной длины волосы, то будет все очень красиво смотреться, что у вас будет просто вот так красиво овивать локон в ваше лицо. Поэтому здесь мы накручиваем с этой стороны, с этой. Вот, даже вам покажу. То есть мы отдельно берем вот эти пряди и их
уже накручиваем наверх. То есть мы так накручиваем, чтобы они уже, да, когда спадали, они спадали вот такой красивой укладочкой, которая, да, будет создавать вам объем. Речь идет о том, если у вас, конечно, одной длины волосы, потому что сейчас мне это достаточно проблематично сделать. В рекламных кампаниях Dyson вы часто видите, что даже когда используют обычные расчески, это не выпрямитель, да, который прям максимально под температурами вам причешивает все чешуйки, выглядит просто все очень-очень блестяще, но тем не менее, даже когда мы смотрим про стайлер, мы видим, что у многих девушек волосы просто невероятно прямые, красивые, прям лоснящиеся, наполнены здоровьем. Как же это получается? Как же это добивается? Секрет прост. Мы просто проводим дважды по нашим волосам с одной стороны и с другой. То есть, когда мы насадкой проводим сначала с одной стороны волос, мы его расчесываем, и, казалось бы, можно уже прекратить, волосы уже прямые, но для того, чтобы чешуйки с другой стороны также прикрыть, мы знаем, когда прикрытые чешуйки, это правильный поток воздуха, да, сверху вниз, то есть, когда у нас чешуйки прикрыты, то у нас непосредственно волос более такой лоснящийся, гладкий, красивый. То есть, мы сначала с одной стороны, вот, допустим, вот с этой стороны, да, мы расчесали, потом мы переворачиваем расческу и опять все это расчесываем. Попробуйте, и вы увидите, что ваши волосы станут гораздо блестящие и красивые. И последний, пятый пункт, мне кажется, самый насущный, потому что я тоже очень часто с ним сталкивалась, это, конечно же, это красная мигающая кнопка. В своем обзоре я рассказывала вам, что это фильтр, который нужно обязательно чистить, за ним нужно смотреть раз в месяц, обязательно, да, все это так хорошенечко очищать, чтобы дольше работал ваш стайлер и пыль не забивалась и непосредственно никак не сказывалась на эффективности. Но зачастую не всегда вам помогает лишь то, что вы определенной насадкой, да, которая есть в комплекте, удаляете эту пыль, зачастую стайлер отказывается работать, и это связано с тем, что здесь очень-очень тоненькая сеточка, которая, к сожалению, забивается микро частицами пыли. И для того, чтобы вам полноценно все это очистить, чтобы вы точно были уверены, что все в порядке, что все чисто, и ваш стайлер не выдыхает всю эту пыль, то, пожалуйста, вы, когда снимаете эту насадочку, вы ее обязательно помойте под проточной водой. Сам производитель тоже это очень советует, и я заметила, что когда я стала более детально, да, относиться к чистке фильтра, то он и лучше, качественнее работает. Дорогие друзья, ну вот и подошло наше видео к концу. Спасибо огромное, что посмотрели его до конца. Если вы еще не видели обзор на стайлер Dyson, который уже давно присутствует на моем канале, обязательно посмотрите, я там рассказываю про насадки и более детально о том, как ими пользоваться. Также на моем канале есть видео про укладку, про средства, которыми я пользуюсь, поэтому обязательно переходите, еще очень много всего интересного на тему про Dyson. Спасибо еще раз, что посмотрели это видео до конца, надеюсь, вам оно понравилось, вы поставили лайк, написали комментарий, подписались и написали ваше мнение под видео. Как вам эти лайфхаки? Если у вас какие-то особенные лайфхаки, которые помогают вам при укладке, которые помогают вам более эффективно работать со стайлером, давайте делиться, потому что это очень-очень полезная информация. Новое видео будет совсем скоро, и до новых встреч, пока!